Здравствуйте, мои дорогие подписчики, здравствуйте, любители винтажных переносной аудиотехники. Сегодня у нас будет тест самой востребованной магнитолы на настоящий момент, винтажной, самой продаваемой, самой, наверное, желанной на рынке магнитолы. Это Sharp GF800. Интересна эта магнитола тем, что, наверное, большинство людей, проживающих в Советском Союзе, она знакома. Эту магнитолу больше всего привозили в Советский Союз из загранкомандировок, в том числе из Афганистана очень много ее везли. И она одна из первых, которых продавалась в Березках и продавалась самыми большими количествами в Березках. Этот аппарат знаменит тем, что, наверное, это самая подделываемая магнитола в мире. И клонов этой магнитолы просто не счесть. Выпускается она в Китае с таким количеством названий, что можно даже и не вспомнить. Наверное, японцы, я расскажу, почему сами постарались и приложили к этому руку, что ее стали так выпускать. Ну, перейдем к ней более подробно. Этот аппарат выпускаться начал где-то с 1984 года, он был представлен. Основным таким годом выпуска ее стал 85-86. И он выпускался для Европы под индексом GF800. Для Америки этот аппарат назывался GF810. Что интересно, на внутренний рынок японский он вообще не выпускался. При такой дикой популярности в Европе и в Советском Союзе этот аппарат не выпускался для внутреннего рынка. Были похожие аппараты, а также были модификации попроще, GF780, где был попроще эквалайзер, не было часов. Но аппарат, в принципе, был такой же, очень похожий. И также этот аппарат, когда сняли с производства, ну, так в интернете пишут, что его аппаратуру, станки, которые выпускали, перенесли в Китай. И Китай еще некоторое время выпускал его под индексом Sharp GF900. Он очень похож внешне на этот аппарат. Это тоже оригинальный Sharp, но сделанный в Китае. На нем честно написано, что он сделан в Китае. Отличается дизайн крышечек, некоторые надписи отличаются, но в принципе это тот же аппарат. Не путать с огромным количеством клонов под другими названиями, подделкой этого аппарата. Магнитола эта выпускалась, сменила себя собой всем известный Sharp GF700, о котором я вам обязательно расскажу, пока его в коллекции моей нету. Это один из моих любимых аппаратов, который выпускался после Sharp 575, о котором я недавно рассказывал, и можете в моих видео посмотреть, который выпускался где-то в 1982 году, потом в 1983 его сменяет топовый аппарат Sharp GF700, и Sharp GF700 сменяет GF800, который на сегодняшнем нашем тесте. Такая у них была эволюция у этих аппаратов. Дальше его сменил Sharp 939, о котором я вам расскажу немножко позже. Вот внизу он стоит здесь, ждет своего часа. И, соответственно, 800, наверное, самая распространенная магнитола на просторах Советского Союза, самая вожделенная, самая, ну, говорить, оптимально нафаршированная, оптимально выглядящая, прекрасно звучащая. Честно скажу, из моих аппаратов, которые вот у меня были, 575, 700, 800 и 930, 800 по мне звучит лучше. Может быть, он у меня в таком вот идеальном состоянии, здесь, ну, совершенно как новый. Этот вот магнитола совершенно как новая у меня.
Я даже снял наклейку, потому что мне не нравится, что она дребезжит, он очень хорошо басит, и наклейка... Но Sharp превосходный. Этот аппарат мне нравится, как звучит, больше, чем Sharp 939. Возможно, мне такие аппараты попадались. Потому что у 939 характеристики по паспорту лучше, у него трехполосная акустика. Но 800 двухполосной акустики по мне звучит лучше. Не знаю, почему так получается, не буду с этим спорить. Это, кстати, был первый Sharp, в котором появился 10-полосный эквалайзер. Это была его фишка. Также появился таймер и часы. Тоже такого не было. Часы с таймером. Сейчас я расскажу это все подробней, как это было. И, конечно, мощность с каждой моделью увеличилась. Этот магнитола был уже мощнее 700. Выпускался он, в принципе, в двух основных вариантах. Это с системой Dolby шумоподавлением и с таймером. В нашем же случае это аппарат с таймером. В настоящее время такие аппараты, они более востребованные, потому что система Dolby не так актуальна, а вот часы и включение-выключение, они более востребованы. Наша версия, вот если точно, называется Sharp GF800ZD. Кодировки были следующие. Z – это аппараты для юго-восточной части, а с индексом H – это аппараты для Европы. Вот аппараты для Европы как раз и были с кнопочкой Dolby. Здесь была еще одна кнопочка для Dolby системы, но не было вот этих часов. На этом месте ничего не было, просто надпись была Sharp. Также их было несколько вариантов расцветки. Это вот вторая буква, если Z, это в нашем случае это для юго-восточной части, а D это означает dark. То есть это темный аппарат. В нашем случае он как бы лучше. Почему, сейчас объясню. Потому что с индексом S, Silver, светлый аппарат, со временем колонки и корпус сделаны из разного пластика, и они со временем разного цвета становятся. Заметно очень глазу. В версии Dark, темном, такой проблемы нету. Он выглядит более презентабельно. Хотя серебристый многим нравится. Если он, конечно, хранился. Вроде как была еще R-версия, Red, красного цвета. Но я, честно говоря, не встречал. Вообще в 700-м такое видел. Да, с Red, с буквой R, красный. Но в 800-й по мне не встречал я такого цвета. Если сравнить его с предыдущей версией, 700-м, как я говорил, это основные изменения, это стало именно эквалайзер 10-полосный. Действительно, можно было им регулировать уже значительную часть, изменять очень сильно частотный спектр, потому что в 700-м было только две регулировки по высоким и низким частотам. Здесь уже 10-полосный эквалайзер. И, конечно, часы. Что часы с собой представляли? Во-первых, как просто часы, также можно было настроить clock, то есть время включения. Для этого здесь была специальная кнопка. Вот нажимаешь таймер и выключаешь power. Соответственно, он по таймеру в нужное время включится, в назначенное время включится и воспроизведет или кассету, если она была запущена, или радио. Также есть здесь функция sleep. Для того, чтобы в нее переключиться, здесь такая маленькая кнопочка, и мы вот так вот переключаем. Начинается 64 минуты, и можно вот уменьшать. В принципе, функция идентичная функциям в телевизорах. То есть вы точно так же включаете кнопочку sleep, выключаете кнопочку таймер обязательно, выключаете кнопку красную power, при этом вы видите, он работает. И вот сейчас начался отсчет, вот 55 минут на дисплее, то есть через 55 минут он просто выключится. Это было удобно, можно было засыпать под него. Получается, он как включается по времени, так и выключается мог. Не по времени, а по таймеру.
от часа и больше. Ну, давайте посмотрим, я вот сейчас уменьшу, ну, опять же, от часа и меньше. Основная эта функция таймера именно в этом заключалась. Она, кстати, потом перешла на Sharp 939, правда, немножко по-другому там реализованы кнопки. По мне так 800 удобнее. Но в любом случае это было действительно удобно, потому до сих пор аппараты с часами ценятся больше на вторичном рынке, чем без часов. Но были и упрощения, что интересно. Вот после Sharp 700 пропала настройка уровня микрофона. В нем была настройка уровня микрофона, когда можно было петь караоке и микрофон регулировать его громкость. Это произошло, видимо, потому что основной рынок был сбыта, это СССР. А у нас по тем временам караоке был непопулярен. Соответственно, упростилась эта функция. Что интересно, я вот рассказывая про топовые шарпы, буду вам рассказывать не только, что в них появлялось, буду рассказывать также, что и пропадало в настройках, как, допустим, в 5.7.5 были подмотки в обоих деках, а вот с 700 и далее они пропали. То есть здесь вы можете включить магнитофон. Давайте я переключу, сейчас громкость сделаем. Включить магнитофон. И таким образом на правой деке подмотать. Можно было и назад подмотать. Но поиска в правой деке нету. А в 5.7.5, в 700, в трех семерках и его братьях возможность была здесь также это сделать с подмоткой. Здесь же в левой деке только поиск по паузам. То есть вы нажимаете, видите, кнопка фиксируется, выставляется сколько композиций. Таким образом, вот мотаем. Извините. Не ту кнопку нажимаю. Вот эта кнопка. Вместо выбора нажимаю сброс. Вот видите, до 5 композиций можно было отмотать. И он останавливается, то есть кнопкой. Соответственно, получается, здесь только поиск по паузам, а здесь только можно было использовать подмотки со звуком, то есть промотать, включить его и промотать вперед или промотать назад, держа кнопочку перемотки. В тех старых аппаратах это можно было сделать в обоих деках, при том, что поиск тоже сохранялся. В чем еще было такое отличие основное от других? Естественно, здесь уже были использованы акустика двухполосная, тоже уже съемная, с 700-го шарпа они начали сниматься. Здесь закрыто специальным поролоном, динамиков не видно. Этот поролон очень, к сожалению, проблемная часть, он со временем высыхает, если он постоял на солнце и в плохих условиях хранился, он высыхает и осыпается. Вы включаете очень громко его, и поролон осыпается, и там виден динамик. В принципе, он несложно меняется, этот поролон можно посмотреть в интернете, как поменять, но ценятся аппараты, конечно, которые родные целые. Если пройти по функциям, давайте начнем сверху. То есть радио, опять же 4 диапазона радио, FM, есть тонкая подстройка, счетчик на правую деку, тип пленки изменения, то есть нормал хром в каждой деке по отдельности или металл можно выбрать. Последовательное воспроизведение дек. Скорость записи ускоренная, записывать с ускоренной записи. Тейп, лайн или фонокорректор встроенный. Радио, моностерео радио. Тут включение, опять же, таймера, слип на выключение, извините, таймера на включение, слип на выключение, кнопочка Power красная, которая включает полностью аппарат. Не включается аппарат, как старых, просто плеем, надо обязательно включить кнопку Power.
Подключение двух микрофонов, подключение наушников, эквалайзер, разделенный уровень громкости. В принципе, теоретически все просто, но этот набор функций, он, наверное, был такой оптимальный по тем временам, потому популярность этого аппарата очень высокая. Акустика 16-сантиметровая выдавала очень неплохой звук. Давайте послушаем, если нас опять не забанят. Индикатор стал двойной. В 700 и 575 только одна полосочка. Здесь уже две полосочки. На каждый канал раздельно. То есть, в принципе, функции аппарата уже увеличились. Да, кстати, можно было запрограммировать, сколько песен воспроизводить. Если вы включите сейчас одну песню, единичка вот горит, она отыграет эту песню и поставить на паузу. Также можно до 5 сделать. То есть вот 3 я поставил, 3 песни она проиграет и остановит их. Это часто удобно для записи. Когда вы записываете, можно на той кассете записать только 3 песни, а она остановится и будет ждать ваших следующих действий. Сбрасывается точно так же. Все эти функции были и в предыдущей модели, но здесь их как бы реализовали. Интересно сделали панель, вы видите, она так развернута к пользователю. Ну, также, естественно, есть кнопка синхростарта. Когда вы ее нажимаете, сразу здесь play, здесь запись. В принципе, ничего особенного нету, но аппарат этот как почему-то был популярен больше всего. Ну, все-таки, наверное, и цена его не такая была большая. Он где-то стоил, так по тем временам, $300-340 в закупке. И это было значительно дешевле, чем тот же, даже 3 семерок, который он стоил по 480, по-моему, долларов. Да. И этот стоил уже значительно дешевле, он был облегчен. Но при этом качественные материалы все использованы и... в принципе, все функции по тем временам современны. Сейчас я покажу его сзади вам. Сзади аппарат тоже сделан оригинально. Одна антенна. Фиксируются колонки вот такими фиксаторами. То есть, если вы хотите их разнести, то есть вынимаете разъемчик. Кстати, я видел 2 варианта разъемов на 800, были другие немножко разъемы использовались. Но колонка при этом фиксируется, она не снимается. Для того, чтобы ее снять, надо вот этот, видите, отнести разъем, фиксатор, и колонка вынимается. Дальше она защелкивается, потому очень оригинально. Провод сюда накручивается лишний, и никаких с ним проблем нет, он не провисает. Здесь, конечно, отсек для батареек. В отсеке для батареек есть там в самой глубине место под одну пальчику батарейку для часов. В той функции, где работают часы. Он, конечно, мультивольтажный уже. Естественно, линейный вход, линейный выход. Переключение между фонокорректором и линейным входом. Все функции основные в нем есть, и никаких нюансов вот с ним не возникает. Аппарат очень надежный, очень качественно собранный, потому, наверное, до сих пор за ним все охотятся, и до сих пор это самый желанный аппарат, и как купить его несложно, так и продать его несложно, если он, конечно, в достойном состоянии. Советую обращать внимание на аппараты, конечно, темные, потому что светлый, он меняет свой цвет со временем. Но, с другой стороны, наверное, это будет второй аппарат после телефонки, на который я люблю слушать. Его звук мне напоминает вот эти классические японские магнитофоны. То есть, может быть, я привык к нему, может быть, это как-то с чем-то связано другим. Но мне вот его звук очень нравится.
Спасибо, друзья. Надеюсь, я что-то новое рассказал даже про такой популярный аппарат, как этот, и что-то вы новое услышали. До встречи. До свидания.